Когда что-то не получается, лучше прекратить. Ну вот, допустим, делаю я, что я могу делать? Какую-то вырезку, допустим. Ладно, переиграли. Смотрите, вырезаю я, допустим, что-то из чурбана деревянного. И у меня нифига не получается. Тогда лучше мне отбросить этот чурбан и заняться чем-то другим. К примеру, и тогда мне надо переключаться на что-то другое. К примеру, забивать гвозди в стену, или рисовать картину, или все что угодно другое, если у меня это не получается. Смотрите, разоблачители фейков, не получается у них, не получается. Вот стоп-фейк, к примеру, когда Толя не разоблачает ничего, то и они не разоблачают. А для того, чтобы им не говорили, что они бездельники и бьют баклуши, они просто закрыли комментирование. Разоблачители не спят. Стоп-фейк. Разоблачил фейк. Дефолт двух крупнейших украинских банков неизбежен. Это фейк. Вечером некоторые российские, украинские и сепаратистские СМИ объявили о неизбежном дефолте двух самых крупных украинских банков, Привата и Ощадбанка. И вот они приводят в подтверждение скрины. РИА Новости, Русская Весна, РБК Украина и Комсомольская Правда. И разоблачают. В то же время на сайте рейтингового агентства сообщение выглядит по-другому. В переводе мы видим, что почти неизбежный дефолт грозит не банкам, а некоторым крупным еврооблигациям этих банков. Фейк разоблачен. Фейк разоблачен. На скринах, которые они же выложили. Дефолт двух банков по еврооблигациям. Русская Весна. Дефолт двух банков по еврооблигациям. РБК. Дефолт украинских Приватбанка и Ощадбанка по еврооблигациям и Комсомольская Правда. Это касается некоторых долговых обязательств банков, номинированных в еврооблигациях. Совсем туго у ребят с разоблачениями. А комментирование они закрыли. Возвращаясь к комментированию. Смотрите, когда Шария преследовала преступную власть Януковича, у него комментарии были закрыты. А вот когда ушла преступная власть Януковича, он открыл все комментарии. А вот демократические СМИ сделали наоборот. Они почему-то, когда ушла преступная власть Януковича, закрыли на своих ресурсах комментирование. Очень многие люди позакрывали свои странички и все такое. Получается, я больше поверил в то, что в Украину пришла демократия с этой революцией, чем участники этой революции. Скажите, забавненько, а?